оставляют там 10-15 гривен на чай, подходит к барной стойке и ее вырывает на барную стойку и на бармен. Скурился, так сказать. Один кальян это равно типа 20 сигаретам или там пачки сигарет. Куча наркотиков с собой, травы и тому подобное. Всем привет, меня зовут Саша, я работаю кальянным мастером. Работаю я уже кальянным мастером около 3 лет. Моя задача заключается в том, чтобы вы пришли ко мне на кальян, и я сделал так, чтобы вы максимально комфортно, с удовольствием провели ваше время. Кальянить это даже как средство коммуникации, я бы назвал. То есть люди из разных слоев общества приходят, тебе интересно с ними работать, то есть поговорить, пообсуждать что-нибудь, ну, конечно, когда у тебя нет запары. То есть нравится сам процесс работы. То есть когда ты там, понятно, когда у тебя там 3-4 кальяна ты сделал и все, и сидишь там угольки меняешь, то это одно. Когда у тебя начинается запарка, то есть прилетает там, допустим, 10 чашек, у тебя в голове начинаются процессы, вот там через столько нужно уголь поменять, там к тому подойти. Ты принимаешь 10 заказов, тебе нужно запомнить 10 миксов. Ты прибегаешь, боксы расставляешь, уже начинаешь там по-разному градация крепости. Вот нравится этот процесс, когда у тебя мозги начинают вот так вот работать, очень круто. Да, это реально интересно. Также нравится то, что кальянная культура сейчас вот в Украине у нас только развивается. Нам, конечно, далеко до лидеров рынка, но есть над чем работать. То есть постоянно какие-то идут новшества, там какие-то новые вкусы, новые табаки постоянно выходят. Линейка гастрономическая, допустим, у некоторых табаков очень интересно там покурить, допустим, кокос с пряным сыром, там, с беконом, или сделать, собрать какой-то микс типа маргариты пиццы, там отдельно тесто взять, томаты вяленые, там всякие травы и тому подобное. Вот это круто. Также нравится то, что вот нет предела воображению. То есть ты приходишь за стойку, там приезжает, допустим, табак, у тебя открываются новые типа границы. Ты берешь там вообще максимально несовместимые вкусы, смешиваешь их в разных пропорциях, там по-разному забиваешь, и это получается реально вкусно. Оп, у тебя уже есть чем удивить гостей сегодня. Максимально, что нравится в работе, это когда ты стараешься, ты отдаешься полностью своей работе, и человек восхищается твоим заказом, то есть максимальное попадание в крепость, во вкус и тому подобное. Ну и, конечно же, это очень круто подбадривает и заставляет двигаться дальше. Да, были, например, история, я когда только начинал свой опыт работы в этой сфере, я работал на пляже в ресторанчике. И к нам пришла девушка, это было часов 12 дня, она попросила забить ей чистое двойное яблоко. Я говорю, типа, я ей предупредил, что это вкус на любителя, не все ему нравится. Если вы хотите, она говорит, вот мне друзья посоветовали, они в Египте там курили, типа, очень понравилось, попробуй. Я говорю, ну, без проблем, забиваю и выношу двойное яблоко. Зовет меня официант, говорит, подойди к девушке, она не курит кальян. Я подхожу, говорю, все нормально, она говорит, да, типа, у меня немножко голова закружилась, сейчас, типа, я водички попью и продолжу, типа, курить. Стала я возле входа в зал, смотрю, она идет в уборную. Я подошел к ней, к столику, поставил уголек наверх, чтобы он не сгорел быстро, потому что кальян нужно постоянно курить, то есть не бросать его. Это как сигареты, то есть сигарету, если оставишь, она стлеет, если ее не затушить. В общем, возвращается эта девушка с уборной, подходит к барной стойке и ее вырывает на барную стойку и на бармен. Была еще история, ну, наверное, она часто встречается у ребят, которые работают в этой сфере, кальянщиками, кальянными мастерами. Подошел просто поменять уголек беру в щипцы, и он просто трескается, даже не напополам, а на мелкие такие частички. И падает на босую ногу нашему гостю. И он просто начинает вот так вот танцевать. Он просто сидел в мокасинах и, ну, на босую ногу, и этот уголек, пару частичек, падает ему на ногу, и он начинает танцевать, дрыгаться, как в судорогах. Недавно была история, в общем, пришли ребята, ну, не сильно пьяные, но и не в трезвом состоянии. Я им вынес кальян, все нормально, то есть они сидят его курят, проходит минут 10. Я смотрю, краем глазом замечаю, что ну, он вообще не дымит. Я подхожу, говорю, давайте я продую, посмотрел, добавил уголька, думаю, может жар упал настолько, ну, типа, ну, это странно было. Ну, короче, это часто встречаемая ситуация.
Люди затопили кальян. Он подходит, говорит, да, у вас кальян сломался. Я говорю, он не сломался, смотрите, вы когда продуваете, нужно плавнее продувать. Не нужно со всей силы дуть. А пьяные люди обычно вот от души начинают продувать его. В общем, он затопил кальян. Я говорю, типа, так и так, вы затопили чашку, типа, вы сильно продули, и вода поднялась по шахте и полностью замочила ваш табак. Типа, ну, я заберу его. Хорошо, да, все окей, я забираю, объясняю. Я говорю, может, вам новый сделать? Они такие, не-не-не, мы типа накурились, спасибо. В итоге приходит отзыв потом, спустя часа полтора, как они ушли. Все вроде бы ничего, но кальян слишком быстро сломался. Типа, камон. Также была история, в общем, история не моя, история моего коллеги. Он работал в ночном клубе, и там пришел, так скажем, молодой человек, мокасины, кепочка, гольфик, вот такой контингент, я думаю, вы поймете. Он выносит им кальян, а он был с двумя девушками. В общем, девушки там что-то танцевали, покурили, он возвращается с танцпола к кальяну, откручивает коннектор для продува, достает оттуда металлический шарик, закручивает. Друг подходит, говорит, что вы типа сделали, может вам помочь, типа чем-то, что не так? Сделал дамам красивенько. Типа, зачем? Для того, чтобы стать кальянным мастером, ну, прежде всего нужно экспериментировать, нужно задаваться как можно чаще вопросом, что и как работает. Пробовать по-разному забивать, по-разному ставить угольки, количество углей, разные забивки, забивки в отступ, в касание, прямоток, фанел. То есть пробуйте максимально какие-то необычные забивки делать и играться с этим, и потом как бы вы будете понимать, что и как работает, и устраивайтесь куда-то на работу, типа, ну, я начинал с общепита, то есть с обычных кафешек, ресторанчиков, с аутсорсинга, то есть ребята, которые ставят кальяны, чаще всего это происходило так, что они ничего не понимают в кальянах, и то есть когда ты общаешься со старшим кальянщиком, ты понимаешь, что ты уже на том уровне понимаешь больше, чем он. То есть это тебя заставляет двигаться дальше. То есть, ну, раз ребята там зарабатывают с этого деньги, ничего не понимая, а вы уже на том уровне как бы понимаете, что вы больше знаете, то есть это мотивирует двигаться дальше и развиваться в этой сфере. Потом, ну, как бы вы начинаете работать, также экспериментировать, пытаться попасть максимально в заказ гостя, то есть попасть в крепость, опять же, попасть во вкус и максимально дать ему комфортно провести время. Я когда начинал работать, я чаще всего смотрел кальянных блогеров, я искал информацию про то, как растет табак, какие сорта табака используются для курения кальяна. То есть, ну, банально в Google забиваете, ищите информацию, как что работает, там ферментация табака, как его варят, не варят, для чего это делают и тому подобное. И просто читайте, повышайте свои знания, как бы, и это приводит к тому, что я раньше думал, что в нормальное заведение очень сложно попасть, это все через знакомых. На самом деле, как показала практика, исходя из моего опыта, ты своими знаниями, не имея никаких знакомых, в каких-то крутых заведениях, вот топовых в городе, можешь пробиться спокойно. Конечно же, сигареты. То есть час курения кальяна это равносильно одной сигарете. Но одним кальяном спокойно можно удовлетворить свои как бы, потребности там, получения никотина или просто расслабиться. То есть я никогда не курил сигареты, ничего там более того не пробовал. Только кальян как бы курю по жизни, мне вообще хватает с головой. Есть немало опытов, которые это доказывают, и есть просто миф, который гласит, типа, один кальян это равно, типа, 20 сигаретам или там пачке сигарет. Это все неправда, потому что кальян это, ну, менее вредное курение, но курение вредит вашему здоровью. Есть такой миф, что там гости спрашивают обычно очень часто, ой, вы, наверное, уже такой прокуренный, у вас легкий, там, бездонный. На самом деле нет, мы за смену, вот за там 13-14 часов работы, иногда меньше, мы ну, выкуриваем полноценно там один, может быть, два кальяна, если в сумме взять. То есть тебе достаточно сделать 2-3 тяги, чтобы понять, ты попал во вкус и ты попал в крепость. То есть этого достаточно, ты делаешь 3 тяги и как бы, ну иногда подходишь к людям продувать кальян, делаешь там еще 3. И в сумме это получается то же самое, как вы покурите один кальян.
Ну, это зависит от, мне кажется, страны, города, понятное дело. У нас в городе, допустим, кальянный мастер может зарабатывать, ну, я думаю, в среднем от там 10-12 тысяч до 1000 долларов, там, допустим, образно говоря. Если это начинающие ребята, они там, соответственно, меньше зарабатывают. В заведениях по типу общепита, там ресторанчики, аутсорсинги, кафешки, я думаю, ну, от 5 там, до 10 тысяч можно зарабатывать, можно больше. Можно, ну, то есть я когда начинал, у меня по-разному была зарплата. То есть один месяц я мог заработать там 9 тысяч, в другой месяц резко 14, потому что сезонное кафе было. Также зависит от вашего работодателя. То есть на аутсорсинге, в ресторанах, кафешках заниженный процент платят ребятам. То есть люди, которые работают за эти деньги. Когда ты уже понимаешь, что ты перешел эту границу, ты уже стараешься пробиваться в хорошее заведение, именно в кальянные. Там платят хороший процент, там всегда, там люди приходят, знают, зачем они идут. В кафешках это приходят, о, там курят кальян, давай я покурю. И типа, а что, кальянщикам нужно чаевые оставлять? Вот это немножко бесит. А в кальянные уже, то есть люди приходят именно к тебе, они знают тебя как мастера, допустим, или, ну, это не важно. Они идут покурить кальян, хороший, качественный кальян, хорошо провести время. И они тебе оставляют хорошие чаевые, соответственно. То есть в кальянной ты зарабатываешь уже неплохие деньги. Ну, то есть у нас в городе можно в кальянных зарабатывать от там 16-17 тысяч до там 35 за 15-17 рабочих дней. Есть колоссальное количество нюансов в данной сфере. Например, тип гостей, которые любят позвать тебя спустя, ну, 1,5 часа курения и сказать: подшаманьте табак, пошевелите его. То есть, ребят, запомните, этого делать ни в коем случае не нужно. Кальян курится 40 минут, максимум час. Дальше вы курите просто остатки испаряемых веществ из табачной или, ну, вообще кальянной смеси. Это из разряда тех гостей, которые курят 1,5-2 часа, зовут тебя и говорят: поменяйте угли. Ты говоришь им: в этом никакого смысла нет, потому что вы уже, ну, кальян скурился, то есть прошел час, все, вы уже там докуриваете его, окей, минут 15-20 досидеть, пожалуйста. Но когда люди сидят 2 часа, там 3 часа бывало у меня, то есть и просят поменять им угли, ты им объясняешь, и начинаются истории. Люди говорят тебе: мы сидели там в ресторане, курили 4 часа, выпускали вот такие облака дыма, и он еще даже не докурился, и мы ушли, потому что надоело. То есть, ну, эти сказочные истории, наверное, слышал каждый кальянщик. То есть, это такое. Опять же скажу, что кальян курится 40 минут, максимум час. Также есть такой тип гостей, которые также зовут тебя пошевелить табак, помешать, пошуршать, подшаманить. Ты им говоришь, объясняешь как бы с научной точки зрения, почему это не стоит делать, что это вредно для здоровья. Ребята, некоторые есть уникумы, которые берут ключи от машины, щипцы для сахара, начинают поднимать коллаут, начинают вот это стряхивать, ты подходишь к кальяну, а у тебя просто вот все блюдце забито сгоревшим табаком. Я не знаю, что они там дальше курят, но вот ребята довольны, то, что они помешали табачок. То есть руководить процессом самому не нужно, для этого есть кальянный мастер, который подойдет, все поправит, все сделает, как вы хотите. Есть такой нюанс, как люди, которые не понимают, что такое, типа, кальянный мастер, кальянщик. Люди думают, что это... Вот буквально недавно, на днях у меня гости сидели, спрашивали: а что нужно, типа, чтобы попасть вот сюда в заведение? Вот у меня там дядя, тетя кальянщик, вот он хочет тоже, типа, в хорошем заведении работать. Ты объясняешь, что это целая наука, это нелегко, это большой экспириенс у тебя должен быть, понимание, то есть жажда к развитиям, то есть тогда ты попадаешь в хорошее заведение работать. Кальянный мастер — это человек, который разбирается во всем, в каждой детали всего процесса кальяна-курения, который знает историю кальяна-курения и тому подобное. А я думала, что нужно просто не лениться, забивать чашу в табак и выносить людям кальян. То есть вот такое вот бывает. И люди вот такие, как правило, оставляют там 10-15 гривен на чай, типа вот так. А потом вопрос: а кальянщикам что, чай оставляют? Поэтому люди должны понимать, что это нелегкий труд, далеко не самый легкий. Все говорят: ой, пойду кальянщиком работать, там подзаработаю на то, на это. Ну,
окей, но на это нужно много времени, много энергии вкладывать в это дело. Есть такой тип гостей, которые приходят, целая компания, садятся за большой стол. Приходит там 6-7 человек. Ты подходишь, уже ставишь там 6-9 углей на всякий случай. Ну, как бы нормальные люди как бы заказывают на такую компанию не один кальян. Ты подходишь, нам один щербет, пожалуйста. Ты такой, ну окей, есть, конечно, заведения, в которых есть правило один кальян на 2 человека. Я, кстати, поддерживаю это правило. Но не всем выгодно его делать, его соблюдать. Ты говоришь, типа, хорошо, выносишь им щербет, они зовут тебя через 20 минут. Допустим, ты поменял им один уголек, спустя 10 минут подходишь второй раз, все, типа, кальян уже почти сдох. Скурился, так сказать. Ты им объясняешь, что ну, на 6 человек это один кальян типа не заказывают. То есть у всех разная динамика курения. Кто-то делает короткие затяжки, начинает много жара нагонять на смесь кальянную. Соответственно, быстрее отдает свои свойства, типа, и кальян, ну, типа, уже скуривается в разы быстрее. Так что, ребят, если вы заказываете один щербет на 6-7 человек, то знайте, что такой кальян долго куриться не будет. Есть такой, как бы, контингент людей, которые приходят и просят сделайте кальян повеселее. То есть, в их понимании, раз ты кальянщик, у тебя должно быть там куча наркотиков с собой, травы и тому подобное. Ты им говоришь, что, ну, типа, у нас нет, мы не делаем такое. Да вот был случай у меня, подходит ко мне мужчина на бар за мою стойку и говорит, сделайте мне кальян повеселее. Я говорю, ну типа, во-первых, мы такое не делаем, во-вторых, я это не курю, я это не употребляю, я не хочу это пробовать даже. В-третьих, кальян можно будет, как рассказывали друзья, которые пробовали делать, кальян можно будет выбросить. То есть этот запах вот этой вот как бы травы, он не вымывается. И он говорит, ну так раз у тебя нет, ну давай у меня тут типа на кармане 6-7 грамм, я тебе сейчас на стол высыплю. Я говорю, мужчина, мы таким не занимаемся, типа уйдите, пожалуйста. Хотите, я сделаю вам обычный нормальный кальян, как он должен куриться, вот. И он согласился, но потом претензии, что ой, меня там не нагребает, ой, меня там еще там не вставляет он. То есть такой есть тип гостей. Есть такой еще миф. Люди некоторые, ну, старые закалки думают, что вот в курении кальяна обязательно должны содержаться наркотики. То есть этого нет. Можете объяснить своим родителям, бабушкам, дедушкам, что курение кальяна это намного даже менее вредно, чем курение обычных сигарет, к которым все привыкли. Есть еще тип людей, которые несовершеннолетние, они приходят в заведение и просят, они обычно строят из себя мега взрослых людей, таких всех аристократов. Ты подходишь, говоришь, ну ты видишь, что они молодо выглядят, подходишь и просишь показать документы. Там начинают копошиться, то есть у нас нет документов. Я говорю, ну, к сожалению, я не смогу вам продать, закон запрещает. Приходит обычно к ним какой-то взрослый человек, там дядя, тетя, и просит продать им кальян. Ты им объясняешь, что на заведении при входе висит наклейка 18+. Если сидят ребята за столом, которым нет 18, я не имею права продать кальян даже вам, хотя вы там взрослый человек. То есть это по закону. И, ребята, если вам нет 18, вы хотите покурить кальян, то есть не злитесь, когда вам отказывают. Штрафы у нас не маленькие. Сталкивался также с такой проблемой, как непонимание руководства. Вернемся к той теме, что люди ставят кальяны, они не понимают, что это такое, как оно вообще работает. Они хотят просто зарабатывать деньги. Есть такие как бы люди, которые думают, ну, хотят побольше заработать, естественно. Не просто есть вот, которые ставят кальяны, а они ставят тебе границу, забивка табака в чашу 15 грамм. То есть ты неоднократно, ну, я расскажу про свой опыт, я неоднократно объяснял руководству, что не хватает. Ну вот не хватает 15 грамм там покурить людям на компанию, допустим. Да, для себя ты можешь забить 15 грамм, типа есть чашки хорошие, малограммовки, в которые ты можешь забить и насладиться там минут 20-30 покурить, тебе этого хватит. Но, опять же, взять ребят, которые курят табаки средней крепости и выше, не хватит тебе 15 грамм, чтобы они там вдвоем-втроем посидели и их накурило. То есть количество табака в чаше меньше, количество выделения никотина меньше, и им банально не хватит этой граммовки, чтобы хорошо, плотно покурить. То есть в нормальных заведениях вот граммовка там 23-25 грамм. Вот тут ты можешь уже играться как хочешь и делать качественные заказы, и как бы попадать в любое желание гостя. Есть такие люди,
зачастую это девушки, сделай дымный, но мягкий. То есть, ребят, чем больше дыма вы хотите получить, если с технической точки зрения, то пара, потому что испаряется глицерин, пропиленгликоль и тому подобное. Нужно дать чаше много жара, то есть покурить там, допустим, на 3 новых углях и половинку старого, допустим, на 4 новых углях. То есть чем больше вы температуры даете на чашечку, тем больше дыма вы получаете. Если вы хотите максимально комфортно покурить, мягко, вот как они говорят, то тут много жара не дашь. То есть чем больше жара, бывает, появляется горечь, потому что сахарный сироп, который содержится в кальянной смеси, он начинает кристаллизироваться. Из этого появляется эффект горечи. Если вы хотите комфортно, мягко покурить, это будет менее дымно, чем там на повышенном жаре. Также такие ребятки обычно говорят, сделайте так, чтобы голова не болела. Это откуда идет? Мне кажется, это люди, у которых есть дома кальян какой-то старенький, турецкий, египетский, неважно, которые знают про магазин табака и углей только в табакерочках каких-то, покупают некачественный уголь. Особенно раньше, там, в 2015-2014 году это был селитровый уголь, который самораспаливающийся был. Это ужас, это реально вредно на таком курить было. И банальная причина это то, что они не до конца разжигают уголь. То есть, когда вы видите темные пятна, там еще не до конца разожженный уголь, он имеет как бы, ну, он сам черный, то есть он должен быть полностью красный. Иначе, если вы ставите не до конца разожженный уголь, у вас будет болеть голова от выделяемого СО2. Также есть ряд факторов, которые могут вызвать головокружение, тошноту. Нужно как бы употреблять жидкость во время курения кальяна, быть не голодным, то есть покушайте перед сеансом курения, потому что, ну, все же это курение, оно влияет на давление. Есть также такие люди, как великие знатоки. Ребята, которые работают в этой сфере, они много чего понимают и приходят. Вот у нас как-то так повелось, что нужно унижать. Там. Ты выносишь им кальян, хороший, ты же знаешь, но они должны показать свои знания тем, что они типа кинут шланг на стол, типа это не крепко, это не дымно и тому подобное. А банально вот такие люди иногда приходят. Они думают, что они все знают. Вот недавно случай был на работе, пришли гости. Видно, что ребята знающие, там, которые курят, знаете, вот крепкие табаки, типа выше среднего. И подошли ко мне за стойку и попросили забить 2 кальяна. 2 кальяна выше средней крепости. Он попросил, вот есть градация крепости от 1 до 10, как у нас привыкли вот градировать крепость. Попросил на 6-7. То есть ты знаешь, как это сделать. И вот есть у тебя контингент людей, которые курят выше средней крепости. Ну и ты, как ты привык, выносишь им кальян, как вот курят там, на 6-7, допустим. Но у всех, я понимаю, что разная как бы, градация крепости. Для кого-то 7 это просто задыхаешься уже от давления на горло. Для кого-то 7 это там чуть выше среднего, там лайтовенько покурить, чуть, чтобы тебя немножко накурило. Ты выносишь им кальян на коллауде, на 3 углях, на прямоточке, на убивашке. Они его начинают пылесосить, очень резко затягивать, то есть кальян быстро остужается быстрыми тягами. Они через 3 минуты зовут тебя, типа, не крепко, почему на коллауде, а не на фольге, почему на 3 углях, а не на 4. Ты им объясняешь, что, типа, у нас так курят, вот, типа, вы просили крепкий, чуть выше среднего. Но, как оказалось, ребята просто хотели покурить жесткий кальян. Это кальян, который ты делаешь, допустим, на повышенном, на максимальной температуре, на повышенном жаре. Иногда это делается вот крепкие табаки в касание. Когда идет касание, то есть это соприкосновение табачной смеси, ну и вообще любой кальянной смеси, с устройством для контроля жара, либо с фольгой. То есть тем быстрее выделяется, испаряется никотин и остальные как бы составляющие смеси. Такие кальяны накуривают в разы быстрее, но это не всегда... Точнее, всегда нехорошо для здоровья. То есть можно покурить крепкий кальян, он плавно тебя накурит, там за минут 30-40, то есть ты насытишься кальяном. Вот ребята хотели жесткий кальян. Нежелательно, потому что алкоголь повышает давление, кальян его понижает. Происходит дисбаланс как бы, давления в вашем организме, это не всегда заканчивается хорошо. То есть, но тем не менее люди приходят в алкогольном опьянении, прям хорошеньком, курят кальян, ну, типа, есть нормальные люди, которые как бы курят, они понимают, в каком они состоянии, нужно ли им курить. Есть же другой контингент гостей, которые приходят, вот я, допустим, стою, принимаю рядом за столиком заказ, он подходит, начинает стучать мне по спине, кальян можно?
Я говорю, я сейчас приму заказ у людей и подойду к вам. Еле-еле он отцепился, я пришел, принял, он попросил там покрепче, давай такой хороший. Ну, человек не сильно разбирался, как бы я ему вынес. Через 10 минут я подхожу менять уголь. Шланг, значит, у них в конце другого стола, они спят за столом, чаша перевернутая, я сеточку поставил, угли вот между чашей и сеточкой держатся. То есть я сразу говорю, ребят, типа, я забираю кальян, чтобы вы сейчас не разбили, не попали на деньги. Они, естественно, еле проснулись, сказали, ага. Вот, то есть такие тоже бывают. Но вообще вернемся к вопросу, там, допустим, можно ли покурить там на алкогольной колбе. В колбу добавляется там небольшое количество алкоголя. Ради интереса можно попробовать, то есть, но на все количество воды, нужное в колбе, добавляется 100 мл, допустим, там шампанского можно попробовать, 50 мл абсента спустить там по шахте. Это прикольно, это интересно, но вы вдыхаете через кальян алкогольные пары, что тоже не очень хорошо для вашего здоровья. Опять же повторюсь, ребятки, не бойтесь ошибаться. На ошибках вы учитесь. Задавайте как можно чаще вопрос «почему?». Почему это так работает, почему это так курится, почему так. Вкладывайте в это дело свою энергию, это принесет свои плоды со временем. То есть я от этой работы кайфую, хотя у меня были другие возможности, в другие сферы уйти, даже, может быть, иногда в более прибыльные, но это, вот я честно за себя скажу, что я кайфую от этой работы. Есть сейчас крутые курсы вот онлайн, которые проходят дистанционно. Вы можете покупать себе курсы, черпать информацию, практиковаться, что немаловажно. Без практики ваши знания просто потеряются, и от этого толку никакого не будет. Набирайтесь опыта, будет все круто.